3 дня подряд я ел только китайскую лапшу быстрого приготовления. Где-то она была просто божественной, а где-то острой до слез. Я ел лапшу дома, у моря и даже на вершинах гор. С пельмешками. Туда нам надо. К концу 3-го дня я понял одну страшную вещь. Но это ты узнаешь только если досмотришь это видео до конца. Я вчера сходил в китайский магазин, накупил много разной лапши, и следующие 3 дня мы будем ее с удовольствием есть, пробовать, разочаровываться, восторгаться. Короче, посмотрим, что из них есть что. Вот эти 2 лапши, они самые интересные. Здесь просто что-то прикольное и непонятное, а здесь, судя по картинке, самая острая лапша из всех, которые здесь есть. И их я буду кушать в самый последний день нашего эксперимента. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. И сегодня завтрак я буду вот такой лапшой. Ее специально, оказывается, нужно готовить, поэтому предлагаю завтрак начать с самого вкусного рамена, который легко можно будет сделать. Многие мои знакомые жалуются, что YouTube плохо работает и у них не всегда получается смотреть мои видео. И мне очень обидно, и я хочу, чтобы вы смотрели мои видео, поэтому по ссылке в описании есть сервис, который поможет решить эту проблему, и YouTube будет работать нормально. Основа рамена – говядина и вареное яйцо. Быстро обжариваю мясо, чтобы внутри осталась та самая идеальная прожарка рейер. Дальше заливаю воду прямо в сковородку, кидаю лапшу, специи и все перемешиваю. Пока лапша варится, режу говядину на мелкие кусочки. Если кажется, что она не доготовилась, просто подожди. Через 5 минут все само доготовится прямо в тарелке, и мясо реально схватится вкусом с лапшой и специями. Ну что, самое время это попробовать. Вкусный, сладковатый, но мне бы хотелось острее. Говядина в этом соусе в бульоне вообще хорошо пропиталась. Это, кстати, один из моих самых любимых рецептов доширака. Берешь любую лапшу, любое мясо и кайфуешь. Просто быстро и очень вкусно. После завтрака мы выехали за город, километров на 60, в ущелье Дарданеллы. Короче, мы очень долго искали сюда дорогу, никаких опознавательных знаков нету, режим хардкор. Нашли тропу, сейчас пойдем куда-то вон туда. Горы, посмотрите, какая там красивая просто водичка. Вот отсюда прям прыгать надо. Осень, горы, лес, листья под ногами. Атмосфера вообще огонь. Туда нам надо. 1,5 часа пешком в гору по Курумнику, и аппетит растет просто на глазах. Я даже успел немного подтянуться на ветке дерева, ну типа разминка перед обедом. Мы с трудом поднялись наверх, но это было не зря. Там открывается просто изумительный вид на все ущелье Дарданеллы. Так как я хотел очень сильно кушать, я быстро начал вытаскивать все из рюкзака. Заварил лапшу и решил поесть в гордом одиночестве на вершине скалы. Просто сидеть, кушать вкусную еду и наслаждаться этим безупречным видом. Вот за такие моменты я и обожаю подобные поездки. Короче, мы все едим лапшу, и вот эта лапша китайская оказалась каким-то говном. Вот эта лапша с крабиком тоже оказалась херней какой-то. Вот это получилось самое вкусное. Мне повезло, как обычно. Как всегда. Пофоткались, посмеялись и двинули обратно. На обратном пути я так вспотел, что просто не смог пройти мимо реки. Нырнул прямо в ледяную воду. Кристина и Тайга тоже подтянулись. Вот это самый настоящий кайф. Вот это вот просто это у меня слов нет. Это просто невероятное ощущение, эмоции. Вода такая градусов 10, наверное, прям обжигает и приятно от этого, и свежо, скажу, сил много. Так, мы приехали домой, короче, на ужин сегодня вот такая будет лапша. Она очень интересно выглядит, то ли пшеничная, то ли рисовая. Ну ничего, сейчас попробуем. Ну а для того, чтобы это все было вкуснее, я взял немножко куриных голеней и тоже добавлю это все в лапшу. Какая тебя. И знаешь, даже после такого насыщенного дня она оказалась чертовски вкусной. Хватит ржать, я не могу ее взять. Она острая. Хватит. Тебе уже все видео испортили. Не только я, извиняюсь. Сама лапша мне не зашла. Сама толстая. Именно не по вкусу, а по структуре. Не вкусная структура, это стеклянная, которая. Короче, после вчерашних купаний у меня очень сильно болят легкие. Кашель болючий. Еще я не хочу кушать. Поэтому первый прием пищи я пока что отложил. И сейчас решил немного потренироваться, чтобы разогреть аппетит.
Так, что, пришло время позавтракать. На завтрак у меня будет вот такая вот лапша. Она мне вообще не внушает доверия. Мне кажется, она будет самая невкусная из всего списка. Давайте ее попробуем. На самом деле я боялся, что тут внутри будут всякие вот такие штуки, которые мне не нравятся, и я их не смогу есть, а их нет. Так, ну что, попробуем, короче, это чудо китайское. Начнем с бульона. Оно причем острое такое, что оно типа не в нос пробивает, а просто в горле встает комом каким-то полом. Мне по вкусу не очень нравится. Какая-то херня. Очень соленая. Китайский соевый соус решает все проблемы. О, вот сейчас оно вкусное стало. Лайфхак, если, короче, едите лапшу китайскую, она невкусная, добавляйте туда соевого соуса, и все будет сразу ништяк. Я напоминаю, у меня еще предстоит вот эта лапша. И судя по вот этому перчику и по вот этой курочке огнедышащей, вот это должна быть вообще жесть. Она прям вся горит, вся красная. Я не представляю, что это будет. Чат GPT, скажи, пожалуйста, можно ли вылечить насморк острой китайской лапшой? Питание, конечно, может временно облегчить заложенность носа, поскольку острый перец вызывает расширение сосудов и улучшение кровообращения. После тренировки мы снова решили не сидеть дома и пошли в поход. 1,5 часа пешком в гору, рюкзак, термос, лапша, ну короче, классика жанра. Короче, мы поднялись на гору Арсения, высота там что-то 450 метров. Сейчас будем с удовольствием кушать китайскую лапшу, потому что мы очень хорошо нагуляли аппетит. На вершине открывается просто бомбический вид. Весь залив находка как на ладони. Мы нашли старое здание, забрались на крышу и устроили там пикник. Че, вот такую лапшу я ел вчера, только оранжевая была. Сейчас с креветками. Каждый достал свой доширак, заварили, и вроде все идеально, пока мы не умудрились поссориться с Кристиной буквально на ровном месте. Ты не голодная? Я пока не хочу. Что, непонятно, что ли? На ровном месте. Раздули скандал. Но, как обычно, через 5 минут все уже по фану, ели лапшу, шутили, любовались видом и кайфовали. А вот вечером меня ждала настоящая неожиданность. Сижу вот я после сегодняшних путешествий по горам, смотрю на эту лапшу, и мне так лень ее распаковывать. Распаковываю лапшу, и, внимание, лапша, сука, с пельменями. Да-да. С пельмешками. Дошик с пельмешками. Я еще ни разу в жизни не ел сублимированные пельмени. Но я теперь вообще не могу не попробовать эту пельмешку. Не, ну эффект был вау, конечно, от того, что пельмени в дошираке. Не будете пробовать? Нет, это что? Звучит прикольно, но по вкусу это полный просто пиздец. В общем, лапша с пельменями это, конечно, прикольно, но невкусно. Придется как-то спасать эту ситуацию. Потому что ложка соевого соуса самую невкусную еду делает вкуснее. На третий день с самого утра мы отправились на море. Дорога была настоящим испытанием. Бездорожье, ухабы, камни. Около часа пути, но оно того стоило. Мы, короче, приехали на море. Сейчас куда-нибудь сядем с красивеньким видом и с удовольствием позавтракаем. Мы с Кристиной поднялись на вершину скалы и устроили небольшое свидание. Китайская лапша, мы, собака и невероятный вид на море. Сегодня я ем такую же лапшу, как и в первый и второй день, но с новым вкусом. По традиции добавил немного курицы, заварил и попробовал. Да, прям такой томатный. Томатный прям такой, да? Эта лапша понравилась мне больше всего за эти 3 дня. У нее очень насыщенный томатный вкус, и она чем-то напоминает борщ в китайском исполнении. Поставь лайк, если бы тоже хотел со своей любимой девушкой вот с таким видом посидите просто поесть лапшу быстрого приготовления. Фу, я поел, я наелся. Это был один из лучших завтраков в моей жизни. Вот с таким видом, с такой компанией. По ощущениям, я уже 3-й день питаюсь лапшой, и у меня вообще нет никаких психологических типа привыканий, тормозов, типа я наелся, хочется чего-нибудь другого. Нет, она постоянно новая, постоянно разная, постоянно вкусная, постоянно интересная. Она дешевая. Типа, ты ешь,
И, не знаю, мне кажется, так можно проесть каждый день вообще, питаться лапшой, и ничего с тобой не будет с моральной точки зрения. Но вот с точки зрения здоровья, возможно, и скорее всего, у такого питания есть какие-то последствия. Если вы шарите, обязательно об этом напишите в комментариях. После обеда пришло время спускаться. И как человек, который боится высоты, могу сказать, это было самое страшное. Сука, вот больше всего я ненавижу вот в такие моменты спускаться. Без страховки, нахуй. Но даже здесь я нашел способ отвлечься. Между скалами устроил короткую разминку и немного поотжимался. Когда добрались до пляжа, немного отдохнули и поиграли в Uno. Посмеялись, а потом настал самый ожидаемый момент за эти 3 дня. Судя по картинке, самая острая лапша из всех, которые здесь есть. Чё, пришел момент попробовать вот эту супер острую лапшу. В составе был всего 1 пакетик с приправой. Я быстро заварил лапшу, сделал первый глоток бульона. Конкретный тумач. Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Помноженный на вечность, нахуй. Какой-то терминатор, выбежавший из джунглей. Тебе нормально? Не, может быть, мне так первый раз зашло, конечно. Не, ну какой-то второй, третий глоток получше идет. Может, я прям кусок перца взял? Там место. Не, ну она прям горло, слышь, дерет. Ну, пикантненькая. И это был настоящий взрыв. Острота просто сбила дыхание. Но я собрал всю волю в кулак и попытался доесть эту лапшу. Вся фишка этой лапши в том, что здесь только перец и все. Она не соленая, не сладенькая, она не вкусная. Я даже прослезился. Примерно полбанки лапши я просто вылил в ручей. Мы быстро собрались и поехали домой. И у меня осталась последняя надежда. Самая последняя лапша, которая ждала меня дома. Мы очень поздно вернулись домой, и я вообще чуть не забыл то, что еще последняя лапша у нас осталась. Это самая непонятная, необычная лапша со стейком и черным перцем. Это в смысле прям лапша. Типа не беспонтовый бич-пакет какой-то, а прям спагетти настоящий. Открыть пакет с лапшой, переложить в тарелку, залить кипятком на 3 минуты, слить воду и поочередно добавить содержимое остальных пакетиков. Короче, вроде получилось перемешать. Я сейчас сюда еще курицы добавлю, будет вообще огонь, наверное. И честно говоря, она оправдала все мои ожидания. Вкусно? А это вкусно. Это прям вкусненько. И это прям макарошки такие. Ну, типа спагетти. Эти спагетти оказались действительно вкусными, плотными и очень сытными. У нее есть только 2 минуса. Первый — это то, что я сделал ее без бульона, хотя с бульоном было бы гораздо вкуснее. Ну а второй — это то, что лапша без тарелки, и ее, естественно, не возьмешь с собой на природу.